Доброе время суток, друзья! Концепция антигравитационного устройства была мечтой ученых и физиков в течение многих лет. Хотя некоторые пытались, им не удалось создать машину с таким эффектом. Но, возможно, в далеком прошлом наши предки достигли этой замечательной цели. Делали ли они это самостоятельно или им кто-то помогал? Самыми первыми устройствами, использующими антигравитационную технологию, были виманы, которые часто упоминались в Ведах, датируемых периодом между 1500 года до Н. и 700 годом Н.Э. Эти удивительные машины использовались богами, когда они путешествовали с небес на землю, но, что более тревожно, они также использовались, когда они погружались в катаклизмические войны по всей планете. Более того, в этих древних текстах говорится не только о машинах, преодолевающих гравитацию, но и о всевозможных сложных видах оружия, использующих технологии, о которых мы можем только догадываться. Одна из древнейших вед, Риг-Веда, подробно рассказывает об этих летательных аппаратах и оружии, которые также фигурируют в индийской классической Махабхарате. Это одна из древнейших книг в мире, в которой упоминается летающая колесница с металлическими боками, которая была оснащена крыльями. В Риг-Веде описывается одно из видов оружия, которым были оснащены виманы, оно называется индрагни, то есть оружие, использующее два вида силы. Древние индуистские тексты описывают первую половину слова «индра» как кинетическую энергию субатомных частиц, которые воспламеняются и сгорают, а вторую половину слова «агни» как вид огня, который является одновременно термоядерным и электрическим. Современные комментарии, касающиеся этого оружия, утверждают, что оно могло быть плазменным устройством, которое приводилось в действие звуком, как описано в одной из мантр, содержащихся в Риг-Веде. 6 стих содержит описание мантры, которая произносится, и сразу после этого 90 городов разрушаются. При других обстоятельствах такое описание разрушительной силы считалось бы магией, а не чрезвычайно продвинутой технологией, которой она являлась. Поэтому неудивительно, что наши древние предки боялись этих существ и считали их сверхъестественными существами и богами. Виманы, которые упоминаются в Махабхарате, обеспечивают определенный контекст, когда описывается борьба между двумя семьями в битве при Курукшетре, последней и решающей битве, которая произошла в современном штате Харьяна на северо-востоке Индии. В страшном и кровавом конфликте использовались навыки виманов и их энергетическое оружие, и следы этого ужасного противостояния можно увидеть и сегодня. Часть текста в Бхагавад-гите описывает планетарную катастрофу, вызванную оружием, названным «железным лучом». Этот металлический луч расплавил землю и камни и превратил их в стекло. Мог ли это быть ядерный взрыв, вызванный технологией виман? В этих древних работах говорится о различных виманах Ахнихотра, который имел два двигателя, и вимана, слон, с еще большим количеством двигателей. Существовали и другие типы виман, названные в честь различных животных. В древних текстах эти машины обычно называются зимородком или ибисом. Упоминание о мелодичном звуке сильно напоминает звуки, которые якобы издают некоторые виды НЛО, о которых часто говорят, что они мягко жужжат. Интересно, что термин вимана происходит из санскрита и означает переход или преодоление. В древних текстах эти машины часто упоминаются, когда рассказывается, что они использовались в сражениях. Более того, предполагалось, что они использовались не только в земной атмосфере, но и в космосе и даже под водой. В Рамаяне есть еще один раздел текста, где упоминается вимана Пушпак, устройство, напоминающее большой самолет, который мог перевозить множество людей, и если мы предположим, что эти машины использовались в бою, то они могли использоваться для перевозки большого количества солдат. В древнеиндийских текстах более или менее подробно описаны разные виды виман, как по величине, весу, внешнему виду, конструкции, так и назначению, например, многоцелевые, которые могут быть использованы как для воздушных, так и для подводных путешествий, или, например, огромные,
Маточные корабли, которые могли нести больше 100 других кораблей, Агнихотри-виманы, Алакху-виманы, Астра-виманы, Вейликси-виманы, Дару-виманы, Муртхвика-виманы, Рукма-виманы, Суондалика-виманы, Самака-виманы, Сундара-виманы, Трипура-виманы, Шакуна-виманы и Дыр. В древнеиндийских текстах более или менее подробно описано устройство именно механических виман типа критака, как изготовить днище, ось-мачту, несущую конструкцию, корпус, колеса, верхнее куполообразное окно, боковые иллюминаторы, солнечные батареи, двигатель с системой охлаждения, генератор, турбонаддув, уловители, поглотители, излучатели и отражатели солнечных лучей и стихийных сил природы. Также описаны обогреватели, система вентиляции, навигационные приборы, складывающиеся и раскладывающиеся крылья, хвостовое оперение, механизмы их управления, электропроводка, система жизнеобеспечения пилота и пассажиров, вооружение, механизмы маскировки и отражения атак противника, пожаротушение, создание дымовой завесы, наведение ужаса на врага посредством звукового, электромагнитного и психотропного воздействия. Чтобы понять в действительности эту технологию, мы должны вернуться в более древние времена. Так называемое царство Рамы на территории Северной Индии и Пакистана было создано по меньшей мере 15 тысячелетий назад и было нацией больших и изысканных городов, многие из которых все еще можно найти в пустынях Пакистана, Северной и Западной Индии. Царство Рамы существовало, по всей видимости, параллельно атлантической цивилизации в центре Атлантического океана и управлялось просвещенными жрецами-царями, которые стояли во главе городов. 7 величайших столичных городов Рамы известны в классических индийских текстах как «7 городов Риши». Согласно древнеиндийским текстам, у людей были летательные аппараты, называемые виманами. Эпос описывает виман как двухпалубный круглый летательный аппарат с отверстиями и куполом, что весьма подобно тому, как мы представляем летающую тарелку. Он летел со скоростью ветра и издавал мелодичный звук. Имелось по меньшей мере 4 различных типов виманов, некоторые подобны блюдцам, другие подобны длинным цилиндрам, сигарообразные летательные аппараты. Древнеиндийские тексты о виманах столь многочисленны, что пересказ их занял бы целые тома. Древние индийцы, создавшие эти корабли, написали целые полетные руководства по управлению различными типами виманов, многие из которых еще существуют, а некоторые из них даже переведены на английский. Самара Сутрадхара представляет собой научный трактат, рассматривающий под всеми возможными углами воздушные путешествия на виманах. Он содержит 230 глав, рассказывающих об их конструкции, взлете, перелете на тысячи километров, нормальной и экстренной посадке и даже о возможных столкновениях с птицами. В 1875 году в одном из храмов Индии была обнаружена Вайманика-шастра, текст 4. Написанный Бхарадваджа Мудрым, использовавшим в качестве источников еще более древние тексты. Он рассказывал об эксплуатации виманов и включал информацию об их вождении, предостережения насчет длительных полетов, сведения о защите воздушных судов от ураганов и молнии и руководство по переключению двигателя на солнечную энергию с источника свободной энергии, который назывался подобно антигравитации. Вайманика-шастра содержит 8 глав, снабженных диаграммами, и описывает 3 типа летательных аппаратов, включая аппараты, которые не могли загореться или разбиться. Она также упоминает 31 основную часть этих аппаратов и 16 используемых при их изготовлении материалов, поглощающих свет и тепло, по коей причине они считаются пригодными для конструирования виманов. Этот документ переведен на английский Джоули, Р. Джасайром и опубликован в Майсуре, Индия, в 1979 году. Мистер Джасайр является директором Международной академии санскритских исследований, находящейся в Майсуре. Похоже, что виманы, несомненно, переводились в движении каким-то родом антигравитации. Они взлетали вертикально и могли зависать в воздухе подобно современным вертолетам или дирижаблям. Бхарадваджа ссылается не менее
чем на 70 авторитетов и 10 экспертов в области воздухоплавания древности. Эти источники теперь утеряны. Виманы содержались в вимана гриха, разновидности ангара, и иногда говорится, что они приводились в движение желтовато-белой жидкостью, а иногда некоторым родом ртутной смеси, хотя кажется, что авторы не уверены в этом вопросе. Скорее всего, позднейшие авторы были лишь наблюдателями и пользовались ранними текстами, и понятно, что они были в замешательстве насчет принципа их движения. Желтовато-белая жидкость подозрительно напоминает бензин и, возможно, виманы — различные источники движения, включая двигатели внутреннего сгорания и даже реактивные двигатели. Очевидно, что древние индийцы летали на этих аппаратах по всей Азии и, вероятно, в Атлантиду, и даже, видимо, в Южную Америку. Письмо, обнаруженное в Мохенджадаро в Пакистане, предполагаемый один из 7 городов Риши империи Рамы, И все еще не расшифрованное, также найдено в другой точке мира — острове Пасхи. Письменность острова Пасхи, называемая письмом Ронга-Ронга, также не расшифрована и очень сильно напоминает письменность Мохенджадаро. В Махавире Бхавабхути, джайнском тексте 8 века, собранном из более древних текстов и традиций, мы читаем: «Воздушная колесница, Пушпака, доставляет многих людей в столицу Аятхи. Небо полно огромных летательных машин, черных, как ночь, но усеянных огнями желтоватого свечения». Веды — древние индусские поэмы, считающиеся древнейшими из всех индийских текстов, описывают виманы различного вида и размеров: Агнихотра вимана с 2 двигателями, слон-виман с еще большим количеством двигателей и другие, названные зимородок, ибис и по имени других животных.